Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». У нас сегодня очень интересный выпуск, и он посвящен тем важным делам, которые мы можем сделать с вами с 7 по 10 сентября 2022 года. И мы с вами определим, что же нам делать со своим здоровьем в период сожженного пути полнолуния. Но давайте рассмотрим более подробно всю информацию сегодняшнего выпуска. Как всегда, начнем с агрогороскопа. На этот период вот такие будут впереди у нас очень интересные, важные и напряженные дни с 7 по 10 сентября, время киевское. Вот эти 2 дня практически все одинаково, поэтому мы будем рассматривать 7 и 8 сентября 2022 года в одном ракурсе, потому что это время нахождения растущей Луны в знаке Водолей. И уже вот-вот-вот, то есть 8 с 13 часов начинается сожженный путь полнолуния. Ведь 10 сентября ожидается вот это серьезное космическое событие, полнолуние. Ну и сам знак Водолей – это знак, когда ничего не сеем и не высаживаем. Поэтому посевы и рассада у нас здесь все прочерки, то есть мы это не делаем. Для цветов, которые на улице, а также которые находятся на балконе, на окошке, в лоджии, для этих растений актуальна защита от вредителей и болезней. Пожалуйста, проверяйте. Белокрылка, тля сейчас так активно заселяет все растения, и плюс ко всему уже многие заносят в дом свои растения и приносят вот эти неприятные, вредные насекомые, которые потом вам могут уничтожить все ваши растения. Будьте внимательны. Далее, в знаке Водолей нельзя ни в коем случае поливать. В это время, даже осенью, все равно корни загнивают. Ну, естественно, в том случае, когда нету поливов, не проводим подкормки, потому что подкормки только приведут к тому, что растение будет угнетено. И под корень мы не поливаем, потому что поливы с подкормками связаны, и по листьям тоже не подкармливаем. Для сада, напоминаю, впереди полнолуние. Это вторая фаза. И во второй фазе ни в коем случае нельзя обрезками заниматься и зелеными операциями. Что же можно делать? Можно собирать урожай и перерабатывать его, закладывать на хранение, а также проводить защитные мероприятия от вредителей и болезней. Еще есть много вредителей, так что трудитесь, защищайте растения. Естественно, сбор урожая – прекрасное время, заготовки. Вот эти 2 дня, 7 и 8, прекрасно. Настойки готовьте различные, тоже очень хорошо получится. Лекарственные травы, растущая луна и в знаке Водолей тоже можно собирать очень хорошо. Рыбалка в это время никакая, а для комнатных овощей важно тоже заботиться о защите от вредителей и от болезней. Ну вот пятница и суббота, все ближе полнолуния. Здесь у нас 9 сожженный путь полнолуния. Это уже знак рыбы с 7 часов 43 минут, и в рыбах будет само полнолуние. В полнолуние, в сожженный путь полнолуния не сеем ничего и не высаживаем никакую рассаду. Зато для цветов, для комнатных растений наступило хорошее время для поливов. Это знак стихии воды. Поливайте. Естественно, продолжайте следить за тем, чтобы не было вредителей. Лучше предупредить, чем потом уже по-горячему заниматься обработкой растений. Поливы 9 можно с 8 часов, ну и 10 круглосуточно. И подкормочки 9 вечером. Ну, естественно, подкормки можно 10 и утром, и вечером, уже как вы сможете. Это уже все сутки, все 24 часа можно этим заниматься. Но здесь я напоминаю, что подкормки в полнолуние,
они практически не принимаются растением. Поэтому здесь самый минимум, если есть в этом необходимость. Так что помните, что здесь растение насыщено космической энергией максимально. Сад. Вот здесь уже 9-10 в саду важно проводить поливы. Поливы во многих регионах засуха и почвенная, и воздушная. Но почвенная засуха просто растения угнетены. И поэтому, пожалуйста, заботьтесь, полейте ваши растения. Ну и не забывайте о том, что нужно защищать от вредителей и от болезней. Зеленые операции не проводятся в полнолуние, тем более в знаке стихии воды. Сбор урожая также не только можете собирать для того, чтобы на стол и покушать в данные дни. Заготовки не делаем, они плохо хранятся и портятся очень быстро. Настойки то же самое не делаем. Лекарственные травы, казалось бы, полнолуние можно собирать, но это знак стихии воды. Очень плохое качество получается. Поэтому постарайтесь в Водолее это все сделать. Рыбалка в полнолуние никакая. Ну а для комнатных овощей актуальны поливы и защита от вредителей и болезней. Следующая рубрика «Луна для дома и для здоровья» с 7 по 10 сентября 2022 года. Здесь очень важно напомнить вам, что у нас приближается полнолуние. Вот это очень сложный период сожженного пути полнолуния. Но кроме этого, давайте рассмотрим 7, 8, 9 и 10, что будет происходить. Мы всегда в начале сейчас по вашим же просьбам рассматриваем, какие энергии будут на нас воздействовать и к чему нужно быть готовым. Ну и магнитные бури тоже, они тоже важны в это время, хотя уже более-менее начинает успокаиваться геомагнитная наша оболочка Земли. Поэтому давайте рассмотрим внимательно вот этот период. 7 и 8 частично формируется оппозиция Солнца и Юпитер. Это противостояние огненной и водной стихии. В это же время Луна формирует тригон с Меркурием и Марсом. Плюс Луна проходит в это время Сатурн. А Сатурн находится в квадрате к Урану. И плюс небольшие в это время геомагнитные всплески. То есть день очень сложный. И, кстати, эта энергия передается и на 8 частично. 9. 9 начало ретроградного Меркурия. Это неспроста, потому что с 8 по 30 сентября мы будем находиться в период ретроградности Меркурия. Это значит, никаких покупок и никаких новых дел не начинаем. Ну и в этот день небольшие геомагнитные всплески ожидаются. Продолжается Сатурн в квадрате к Урану. Период стресса сожженного пути полнолуния, пик сжатия организма. И вот 10-го, само полнолуние. Луна в момент полнолуния на так называемой лунной дороге в оппозиции к Солнцу. Луна и Солнце сейчас находятся на одной линии по разные стороны Земли. Начинается переход от расширения к сжатию организма Земли и наших с вами организмов, и всего сущего в Земле и на Земле. Полнолуние у нас будет в Рыбах в соединении с Нептуном в Тау-квадрате на Марс. Продолжается и уже пик вот этой оппозиции Солнце-Нептун. Плюс начало ретроградной петли Марса. Тау-квадрат на Марс-Меркурий. И Меркурий у нас ретроградный. Хотя магнитная активность 10 сентября 2022 года будет нейтральной, но Земля будет находиться, как и во все периоды сожженного пути полнолуния, в большущем напряжении. И мы с вами тоже. Свои напряженные энергии будут отправлять на Землю Солнце в оппозиции к Нептуну. Марс в начале своей ретроградной петли. Смотрите, огненная энергия и Нептун – вода.
Поэтому в это время возможны, ну и тем более полнолуние, в это время по температуре, сразу же по температурам, это период антициклонов, может быть в этот период сильно тепло, ну а где уже прохладно, могут быть даже заморозки. Так что будьте готовы к этому периоду. По крайней мере, у нас, по моим предположениям, будет еще очень теплые дни, связанные как раз вот с этим периодом и по завершении сожженного пути полнолуния. Ну и в этот период нельзя начинать никаких новых дел. Самое главное, и нельзя покупать ничего дорогостоящего, только то, что нужно в данный момент, в эти дни. Самое главное, берегите свое здоровье. Вот очень сложный этот период. Там у нас магнитные бури в начале месяца беспокоили. Сейчас вот эти оппозиции, напряжение энергии очень сильное. Огненные энергии и водные энергии. Так что в этот период лучше по принципу быть тише едешь, дальше будешь. Ну а теперь мы рассмотрим все другие наши рубрики, которые мы обычно рассматриваем в этой большой рубрике. По огню, по печке. Хорошо будет гореть, но если вы, конечно же, начинали растапливать в те дни, когда мы вам говорили, у нас отдельный агрогороскоп есть. Но это время воздушной стихии, поэтому нужно очень аккуратно, с маленького огня можно в это время протапливать печку. Но первое протапливание, помните, мы проводим в дни стихии огня. Зато в рыбах это будет у нас дымище. Так что будьте внимательны по поводу вот этих важных моментов, связанных с нашим важным местом в доме, там, где есть печка. Ну а теперь рассмотрим для волос, для ухода за кожей вот эти важные дни. 7 и 8 сентября нельзя стричь волосы. Водолеи, плюс вот у нас очень важные события, сложные события. Не стрижем ногти, не стрижем волосы и не красим волосы. А вот мыть волосы водолеи можно даже хорошо. Уход за кожей. Пока что вот эти питательные маски водолеи не воспринимаются телом, клеточками нашей кожи. И очистка кожи еще не начинается. Уже скоро, буквально через 3 дня. Вот 11 у нас начнется этот период, но давайте дойдем до этого. Рукоделие водолеи бесполезно. Это вечно куда-то бежишь, какие-то ветреные дела новые появляются, поэтому не рекомендуется в этот день, в эти дни заниматься творческими делами. Для теста хорошо добавлять жидкость. Очень быстро сохнет тесто. Я в это время даже накрываю полотенцем, если нужно. Раскатанный корж подготовила к вертуте, нужно обязательно сделать все, чтобы влажность быстро не испарялась с теста. Стирка и уборка очень плохое качество в это время, лучше не проводить. А вот ремонт и проветривание вещей очень хорошо в водолее получается. Плюс энергии, полнолуние, просто энергии очень много. Но тоже берегите себя. Потихонечку все это делайте. Так вот, я думаю, чтобы сейчас, чтобы виднее все это было. Вот, все это делаем. Тише едешь, дальше будешь. Ну, а теперь рассмотрим вот эти 2 дня. Сожженный путь полнолуния и полнолуние 9 и 10 сентября в рыбах. По стрижке волос. Ни в коем случае в полнолуние не стригите ногти, не красьте волосы. И не мойте волосы. Здесь очень важно еще, кроме того, что это полнолуние, поскольку-постольку, но здесь знак стихии воды. Потом эти волосы очень быстро жирные становятся, перхоть появляется, поэтому в рыбах не моем волосы, пропускаем. А вот уход за кожей, вот эти питательные маски очень хорошо. В рыбах, даже в полнолуние, все равно воспринимает кожа вот эти важные компоненты, питательные компоненты масок. Очистка кожи еще не проводится, но подготовьтесь. 11 вечером начинается курс очистки кожи.
это то, что вот обычно чистотелом занимаются или какие-то другие травы или еще что-то используется для очистки кожи от папиллом и тому подобное. Так что с 11 вечером начинается новый период такой. Для рукоделия, хотя полнолуние, можно тихо провести за каким-то делом. Кстати, в этот период 9 и 10 возможны какие-то интересные идеи будут приходить. Что-то будет такие подсказки и творческие. Записывайте и зарисовывайте. То, что придет в эти дни, оно потом вам очень пригодится и получится очень красивая вещь. Для теста в это время в рыбах, да еще у полнолуния, плывет, ведет. Я называю это состояние плывет, а наши зрители подсказали, что это состояние теста ведет. Это время, когда много воды, и оно не подсыхает, как в Водолее. Все наоборот как раз. Когда знаешь, что, когда, тогда легко справиться с этими различными видами или состоянием теста. Далее стирка и уборка. В это время, хотя это полнолуние, аккуратненько, тихонько, качество будет хорошее. В рыбах всегда очень хорошее качество этих видов работ. А вот с ремонтом и проветриванием вещей нельзя в это время заниматься. Ремонт отвратительный, щетки просто красиво так просыхают и проявляются. Ну и проветривать вещи в знаке стихии воды – это значит набирать влагу и еще и запахи неприятные. Луна для здоровья. 7 и 8 сентября 2022 года Луна будет находиться в знаке Водолей, а в это время уязвимы ноги, то есть лодыжки, голеностопные суставы, а также икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног, сердечно-сосудистая система. В дни Водолея обостряются варикоз, тромбофлебит, геморрой, нервные различные заболевания. Ну и в это время неблагоприятные операции на венах и на всей кровеносной системе, а также особенно офтальмологические и прежде всего неблагоприятные операции с хрусталиком глаза нужно перенести на другое время. Перенапряжение в этот период, этот период как раз перед полнолунием, поэтому могут приводить к воспалению и обострению тромбоэмболии, к растяжкам мышц и связок, к повышению уровня холестерина, к варикозному расширению вен. В это время обостряются нервные болезни. Что делать в это время? А можно проводить профилактические мероприятия по недопущению инфарктов и брадикардии, а также тромбоэмболии в мышцах, а также болезни сердца и суставов. Ну и нетрадиционные методы лечения, травы, спокойствие и маленькая нагрузка физическая на наши органы, на наше тело. Вот такой у нас Водолей. 9 и 10 сентября 2022 года. Луна находится в знаке Рыбы, и это сожженный путь полнолуния и само полнолуние. Кроме этого, в это время, что сильное напряжение, также в рыбах уязвимы ступни ног, кровеносная, лимфатическая системы, эпителиальная ткань, система обращения жидкостей. Очень такой сложный период и, кстати, самое неудачное время для постановки диагнозов и для трактовки результатов анализов и сканирования. Здесь всегда появляются ошибки и искажения. Возможно в это время, кстати, попадание токсинов, поэтому будьте внимательны, не употребляйте алкоголь и к новым лекарствам тоже очень щепетильно относитесь. Нельзя принимать лекарства, которые не знакомы вам именно в этот период. И любые хирургические операции подвержены усиленному кровотечению. Еще раз напомню, в этот период
в рубрике «Луна для здоровья» хочу еще раз вас попросить, постарайтесь уйти от любых операций, особенно 9 и 10, потому что в это время есть опасность, что эти операции пройдут неблагоприятно для вашего здоровья. Пожалуйста, будьте спокойны, тише едешь, дальше будешь. Вот такой принцип этих дней. Берегите, пожалуйста, себя. Наш сегодняшний выпуск подошел к завершению. Мы, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик, желаем вам здоровья, спокойствия, гармонии, мира и добра. В эти дни берегите, пожалуйста, себя и своих родных и близких. Мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего выпуска на нашем канале. Пока-пока!